2022 стал одним из худших годов на крипторынке, ведь тогда биткоин на фоне огромного количества негативных новостей, как, например, рост инфляции, повышение процентной ставки ФРС, огромного банкротства FTX, упал на 70% и пробил то самое дно на уровне 15,5 тысяч долларов. Тем не менее, тренд изменился в 2023. После того, как в июне большие инвестиционные компании во главе с самым крупным фондом в мире BlackRock подали заявки на запуск первых спотовых биткоин ETF. Ну а вот если говорить о том, кто кардинально изменил крипторынок, так это 2024. Как мы и прогнозировали ровно год назад, крипторынок зафиксировал огромный рост в 2024. В этом году одобрили долгожданные ETF, причем не только на биткоин, но и на эфир. На рынок пришло множество крупных игроков, которые принесли большой приток капитала. Также все больше стран начинают принимать и покупать биткоин. Ну и конечно же нельзя забывать о победе Трампа на выборах в ноябре. Ведь вместе с Трампом в Белый дом придут прокриптовалютные политики, которые будут работать над новыми правилами регулирования, что только привлечет больше новых инвесторов и положительно повлияет на рынок. Но 2024 подходит к концу, и сейчас самое время подвести итоги этого важного года, потому что он кардинально изменил криптовалюту и создал лучшие условия для того, чтобы этот активный рост продолжился и в 2025 году. Таким образом, на основе всех итогов мы можем предположить и спрогнозировать, что нас ждет в следующем году. Сегодня мы пройдемся по самым важным событиям года, вспомним самые интересные моменты, узнаем, какой сектор крипторынка получил самое большое внимание инвесторов в этом году и разберем, что нас будет ждать в 2025. В этом году мы сняли для вас огромное количество интересных роликов и всегда оставались на связи. За эту проделанную работу лучшим подарком станет ваш лайк. И давайте наберем минимум 2000 лайков, чтобы большой прогноз на 2025 вышел как можно раньше. Для нас очень важна ваша поддержка, ведь именно благодаря вам мы регулярно снимаем видео на протяжении 3 лет и будем выпускать их еще больше и чаще в следующем году. Поэтому заранее спасибо за лайки. Всех поздравляю с наступающим. Меня зовут Влад, вы на канале Coin22. Мы начинаем. Итак, дорогие друзья, как я еще говорил в прошлом ролике, в ближайшую неделю во время новогодних праздников новые ролики выходить, к сожалению, не будут. Поэтому, чтобы оставаться в курсе всех новостей, обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал, который мы также активно вели на протяжении всего года. И только благодаря вам нас уже почти 35 тысяч. И за этот год было опубликовано огромное количество постов. Наш телеграм — это лучший криптоканал, потому что мы первыми публикуем самые важные новости, разбираем актуальные события и делимся с вами только самой полезной информацией в кратком и понятном формате. Поэтому, чтобы в следующем году ежедневно получать утренние дайджесты и много всего другого, обязательно подписывайтесь. Что ж, удобнее всего подводить итоги, если разделить год на кварталы. И давайте начнем с первого, который по сути и задал такой бычий тренд этому году. Ключевым событием января, которое повлияло на весь год, стало одобрение первых спотовых биткоин ETF на рынке США, которые позволили большим фондам, таким как BlackRock, Fidelity и другим, инвестировать в биткоин. На сегодняшний день общий приток в ETF превысил 35 миллиардов долларов, а лидером по накоплению стал, конечно же, BlackRock, который отправил биткоин 53 миллиарда долларов, за счет чего BlackRock стал самым большим холдером биткоина в мире. И сейчас фонд держит более 2,6% от общего предложения. ETF стал самым главным катализатором роста в первом квартале, ведь благодаря притоку капитала от фондов его цена выросла почти на 100% и в марте пробила исторический максимум, который превысил 73 тысячи долларов. И здесь я бы хотел вспомнить наше видео, которое выходило ровно год назад, где мы делали прогноз на 2024. Тогда я сказал, что главным событием станет одобрение ETF, а после у нас было еще много роликов, где мы предупреждали вас готовиться к росту после 10 января. Такой акцент на ETF я делаю по той причине, что в 2025 году институциональный спрос и глобальное принятие криптовалюты усилится еще больше после прихода Трампа, смены политиков в Конгрессе, а также главы СЕК. Ведь давайте не забывать, что в 2025 Генслер уйдет в отставку. В принципе, первый квартал в марте закончился на положительной ноте, выше 70 тысяч. И по итогу биткоин зафиксировал 68% роста за первые 3 месяца, что стало самым прибыльным периодом года. Далее наступил второй квартал, в котором нас ждало историческое событие, а именно 4-й халвинг биткоина, который прошел 20 апреля. Еще в начале марта у нас выходил ролик, где мы разбирали рост биткоина после каждого халвинга. И в этом видео мы одни из первых начали говорить о том, что биткоин пробьет 100 тысяч. И я делал прогноз, что биткоин будет
стоить 100 тысяч до конца этого года, что в принципе и произошло. Халвинг бесспорно оставил свой след, ведь биткоин продолжил двигаться согласно 4-летним циклам и повторять исторический тренд. Рост биткоина после халвинга связан с увеличением дефицита и сокращением общего предложения на рынке, так как майнеры получают меньше биткоинов, и соответственно при высоком спросе, который был в этом году, новые монеты просто не успевали добывать и покрывать спрос. Но как мы видим, биткоин не сразу начал расти после халвинга, ведь в апреле началась локальная коррекция, которая продолжилась до сентября. Частично она была связана с давлением майнеров, которые продавали свои монеты, так как затраты на добычу биткоина превышали его рыночную стоимость. Тенденция изменилась под конец года, учитывая индикатор, который оценивает ежедневный доход майнера в долларах относительно его годовой скользящей средней. Как я сказал, майнеры испытали резкое падение дохода после халвинга, создав период консолидации, но сейчас индикатор снова поднялся выше единицы, что сигнализирует о возвращении прибыльности майнеров. Исторически превышение этого диапазона указывало на более поздние стадии бычьего цикла, в которых фиксировался экспоненциальный рост. Похожая картина наблюдалась во время прошлых булранов, что дает хорошие перспективы на следующий год. Именно поэтому в момент коррекции мы снимали видео и советовали вам накапливать биткоин, потому что пока многие в панике продавали, BlackRock его скупал на миллионы долларов по такой низкой цене. Также одним из главных больших игроков в этом году стал Майкл Селлер, который за год накопил более 270 тысяч биткоинов, и на сегодняшний день его компания держит 444 262 биткоина. Таким образом, его компания заработала более 70% прибыли за год, и на этой неделе MicroStrategy вошла в NASDAQ 100, что еще больше расширяет возможности для инвестирования в биткоин. Селлер активно выступал за биткоин в этом году и даже предложил план по решению госдолга США с помощью биткоина. На фоне каждой покупки Селлера цена биткоина росла, что также вызывало восходящее движение других монет. И конечно же этот рост не упускали участники нашей подписки Coin22 Pro. И под Новый год все участники получили хорошие подарки в виде плюсовых сделок, как например от 80% прибыли на росте Доги, от 75% на падении XRP, от 70% на шортах DOT и на многих других сделках, которые были предоставлены в последнюю неделю этого года. На протяжении всего 2024 аналитики Pro ежедневно публиковали лучшие точки входа на различные монеты, но кроме прибыльных сделок мы также обучили более 1000 новичков, собрали огромное количество спотовых портфелей с доходностью до 500%, а также подготовили лучшие обучающие материалы. Подписка Pro успешно работает уже более 2 лет, и это наш сервис, который мы постоянно улучшаем, чтобы заработок на криптовалюте был доступен для каждого в максимально простом формате. Поэтому если вы желаете научиться или улучшить свои знания в крипте, чтобы зарабатывать в не менее активном 2025 году, это можно сделать прямо сейчас, ведь у нас продолжают действовать новогодние скидки, и для этого нужно просто написать нам по ссылке, которую мы оставили в описании. Акция действует только до конца года, так что пишите, и наша поддержка предоставит всю подробную информацию. Если вспомнить второй и третий квартал, то они были не такими активными, как начало и конец года, ведь рынок корректировался после роста. Тем не менее, были локальные тренды, которые обсуждали все, и мы разбирали их в наших роликах. Во-первых, в конце марта начал набирать популярность проект Notcoin, который принес на рынок игру формата Tap to Earn. Проект быстро набрал обороты, ведь он получал прямую поддержку от Telegram, о нем говорил сам Дуров, и количество новых игроков росло с огромной скоростью. Листинг монеты провели в середине мая, и что самое интересное, многие участники получили хороший дроп – 100, 200 и даже более 500 долларов просто за клики. И таким интересом пользователей решили воспользоваться разработчики уже другого Tap to Earn проекта, который называется Hamster Combat. Да, хомяк бесспорно получает звание самого популярного проекта года. Он стал настоящим феноменом, потому что привлек 300 миллионов пользователей, и даже с учетом неактивных аккаунтов получилось более 150 миллионов. Пока биткоин падал, проект обсуждали все лето, вплоть до конца сентября, и многие верили, что разработчики раздадут самый большой дроп в истории криптовалюты, о чем они сами заявили. Но после того, как провели раздачу токенов, 26 сентября прошел листинг, и вместо ожидаемой цены в $1 на старте монета стоила меньше цента, из-за чего пользователи получили сущие копейки за полгода активности и просмотра кучи рекламы. Тем не менее, кто смотрел все наши ролики на тему хомяка, одну из которых даже набрала более полумиллиона просмотров, знали, что ничем хорошим это не закончится, и эта игра пустая трата времени. Кстати, сейчас о хомяке ничего не слышно.
слышно, и его цена продолжает катиться вниз. Но вот на чем реально можно было заработать во втором квартале, так это на токенах ИИ, которые стали трендом на фоне роста компании Nvidia и ее рекордных отчетах о выручке. На эту тему мы также снимали много топов, где советовали вам лучшие токены ИИ, которые показали сотни процентов роста. На сегодняшний день тренд ИИ токенов утих, и скорее всего в 2025-м токены ИИ не будут отличаться активным ростом среди других монет, ведь это направление уже не является чем-то новым, и вероятно в следующем году на первый план выйдут токены, которые связаны с регуляцией, токенизацией, интеграцией с фондами и банками, а также те монеты, которые поддерживает компания Трампа, и это мы конечно же будем разбирать в прогнозе на 25-й. Конец третьего квартала в сентябре мог закончиться очень печально, ведь биткоин уже готовился к пробою уровня 50 тысяч, но именно в сентябре, 18 числа, ФРС сделала первое понижение процентной ставки, причем аж на 0,5%. Это вызвало сильный рост на фондовом рынке и спасло биткоин от падения. За этот год ФРС сделала 3 понижения, опустив процентную ставку до 4,5%, в то время как инфляция упала до 2,7%. Конечно, на последнем заседании ФРС понизила ставку, но Джером Пауэлл сделал сюрприз и заявил, что ФРС теперь снизит ставки, когда увидит дальнейший прогресс в борьбе с инфляцией. И если раньше прогнозировали 3 снижения в 2025-м, то теперь ФРС заложила всего 2. И они не видят, что инфляция вернется к 2% до 2027 года. Вопрос инфляции мы также будем подробно разбирать в прогнозе на следующий год, так что не пропустите это видео. Ну и конечно же особое значение имеет четвертый квартал года, потому что именно в ноябре биткоин начал активно расти после своей коррекции и уже в декабре пробил заветные 100 тысяч. Кроме рекордного притока в ETF, этому само собой поспособствовала победа Трампа на выборах. Хотя криптовалюта это прежде всего децентрализация, политическое влияние в отрасли неоспоримо из-за фактора регуляции. Победа Трампа на выборах очень сильно повлияла на индустрию криптовалюты, усилив оптимизм на рынке, который вызвал рост. Прокриптовалютная позиция его администрации уже привела к нескольким ключевым событиям еще до начала его официального президентства. После победы Трампа рынок криптовалюты получил почти 1 триллион долларов, поскольку инвесторы почувствовали ослабление регулирующего контроля. Однако наиболее сильное влияние было оказано на XRP, рост которого ограничивал иск SEC и затяжное судебное дело, которое длилось на протяжении почти 4 лет. С победой Трампа и его обещанием переформатировать SEC, XRP взлетел до 6-летнего максимума. Благоприятный прогноз администрации побудил больших инвесторов выйти на рынок, еще больше приняв цифровые активы. Назначение Трампом прокриптовалютных кандидатов, таких как Пола Аткинса и Дэвида Сакса, сигнализирует о переходе к более прокриптовалютной политике. Кроме того, Трамп обещал сделать биткоин национальным резервом во время своей кампании, и сенаторы его партии также поддерживают эту идею. Эти обсуждения показывают приверженность интеграции криптовалют в национальную финансовую структуру. Что касается Гэри Генслера, то его пребывание в SEC было непростым для криптоиндустрии в США, однако с приходом Трампа в SEC начинают проводить большие изменения. В ноябре Генслер объявил о своей отставке с поста главы SEC, и те, кто активно следит за рынком, знают, что он был спорной фигурой в криптоиндустрии из-за его жесткого подхода к регулированию. Когда Генслер был главой SEC, он утверждал, что большинство монет квалифицируются как незарегистрированные ценные бумаги, что требует соблюдения существующих законов о ценных бумагах. Эта точка зрения привела к судебным искам против Binance и Coinbase, но критики утверждают, что стратегия регулирования посредством принуждения, которую создал Генслер, и помешала инновациям и развитием криптоиндустрии. Но Трамп уже назвал Пола Аткинса новым главой SEC, который является большим сторонником криптовалюты. Криптоинвесторы рассматривают данный переход как возможность создания более благоприятной нормативной среды, ожидая, что новая администрация примет политику, поддерживающую развитие отрасли. Гэри Генслер очень жестко рассматривал все вопросы, которые касаются регулирования, и у него было много разногласий с разными криптокомпаниями. Но в конце этого года все изменилось, и теперь регулирование крипторынка наоборот будет стимулировать его рост. В целом, по данным CoinShares, с начала этого года криптофонды получили 44,5 миллиарда долларов, что в 4 раза больше, чем в любом прошлом году. Прошлая неделя стала 10-й по счету с положительными притоками. Криптофонды получили 3,2 миллиарда долларов. Объемы торгов акциями ETF в среднем оставались на уровне 21 миллиарда долларов. Это 30% от объема биткоина, которым торгуют на биржах. Также прошедший год отличился высокой ликвидностью. Объемы торгов биткоина ежедневно составляли около 8,3 миллиардов долларов. Также эксперты CoinShares заметили, что высокие притоки наблюдались в США, Германии и Бразилии, которые составили 3,1 миллиард, 33 миллиона и 25 миллионов долларов соответственно. В криптофонды на базе биткоина инвестировали 2 миллиарда. В результате общий приток средств в эти инструменты после выборов в США достиг 11 миллиардов долларов. Тем временем фонды Ethereum привлекают капитал уже 7-ю неделю подряд. С 9 по 13 декабря в них инвестировали
инвестировали 1 миллиард долларов. Общая сумма притока за последние 2 месяца приблизилась к уровню 3,7 миллиардов. Приток средств в XRP составил 145 миллионов на фоне запуска ETF в следующем году, а также DOT привлек 3,7 миллиона, тем временем Litecoin 2,2 миллиона долларов. Но несмотря на приток капитала, в 2024 году криптоиндустрия пострадала от хакерских взломов на общую сумму 2,3 миллиарда долларов. Хотя сумма ущерба оказалась куда меньше, чем 3,7 миллиарда долларов в 2022 году, рост количества атак указывает на уязвимость криптоиндустрии перед взломами, за счет чего я советую вам внимательно относиться к вопросу криптобезопасности и хранения монет в 2025 году, ведь северокорейские хакеры не спят. Если говорить о главном тренде этого года, им, конечно же, стали мемкоины. Согласно отчету CoinGecko, мемкоины захватили 36% глобального интереса инвесторов. Общий интерес к мемам в этом году вырос на 6% по сравнению с 2023. Доля мемкоинов достигла 14,3%, что вывело сектор на первое место среди всех направлений крипторынка. И четвертое место в этом рейтинге занял сектор мемкоинов на сети Solana, на который пришлось 7,6%. На фоне такого интереса к мемам Solana зафиксировала активный рост на 200% и в ноябре даже пробила новый исторический максимум. А учитывая, что в следующем году могут одобрить ETF на Solana, за этой монетой мы точно будем следить. Подводя итоги, мы с уверенностью можем сказать, что это был очень положительный год, который подготовил почву для продолжения роста в 2025. Издание Forbes уже предоставило прогнозы на следующий год, где главными темами стало принятие биткоина в странах G20 и BRICS, запуск новых ETF, рост общей капитализации рынка до 8 триллионов долларов, улучшение регулирования и много всего другого, что мы, конечно же, будем разбирать уже в новых роликах. Так что обязательно подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. Я благодарен каждому, кто смотрит наши видео и поддерживает комментариями и лайками, ведь это мотивирует нас выпускать больше интересного контента. От всей нашей команды Coin22 хочу поздравить вас с наступающим Новым Годом и всеми предстоящими праздниками. Желаю вам крепкого здоровья и всего самого наилучшего. Пусть в 25-м все ваши желания сбудутся, а криптопортфели покажут активный рост. Также не забывайте подписываться на Telegram, где мы будем на связи даже 31 декабря и 1 января. Ну а с вами мы увидимся уже в следующем году. До скорых встреч!